Это наша новая большая история и проект на пару лет, в котором мы постараемся сделать из старого заброшенного лесного хутора уютное современное место. А начнем с бюджетной реконструкции этого дома. На протяжении проекта мы планируем хорошенько протестировать зеленые технологии, систему умного дома, а главное понять, можно ли это сделать бюджетно и преимущественно своими силами. Предлагаю начать с небольшой обзорной экскурсии. Вот такие виды открываются с высоты птичьего полета. Сам хутор находится у края лесного массива, который соседствует с полями, но участок уходит вглубь леса и выглядит вот таким странным образом. По всей видимости, в свое время этот хутор надо было как-то легализовывать, в итоге было решено сделать это по крайним точкам строений, а эта узкая полоса соединяет дом и старый сарай. Сейчас он выглядит вот так. Когда хозяин хутора предыдущий мне выдал ключ, у меня было очень много вопросов, что это и как это работает. Короче, тут такая собачка, а там механизм, и надо попасть в механизм и провернуть его. Сейчас наглядно покажем. После того, как разобрались с замком, необходимо покосить участок, вернее небольшую поляну возле дома, так как большинство участка это лес. Там особо не покосишь, разве что топорами, но этим займемся немного позже. А пока убираем крапиву и другую поросль, для того, чтобы удобно передвигаться и заниматься домом. Последние лет 10 за домом никто не присматривал, и все порядком заросло. Не так давно его приобрел новый владелец, собственно, у которого я его и перекупил. По его словам, он собирался тут строить дом для постоянного проживания, но планы поменялись, и он решил уехать из страны. Скорее всего, так и есть, а возможно, нас ждут сюрпризы, но об этом сможем узнать немного позже. В общем, предыдущий, очень временный владелец особо ничего не успел сделать, за исключением замены окон, которые, к сожалению, никак не вписываются в наш концепт. Их мы точно демонтируем в ближайшее время и заменим на что-то более деревянное. Возле дома со временем собралось много мусора, который зарос со всех сторон кустарниками и молодыми деревьями. Я прекрасно понимаю, зачем весь этот хлам складировался в то время. Тогда любой материал и крепеж было крайне сложно достать и доставить. Именно поэтому все, что можно было, тащилось домой, складировалось и со временем зарастало кустарником. Забегая вперед, скажу, для того, чтобы вывести весь хлам с участка и дома, мы загрузили 5 таких стареньких зилов. После того, как участок был очищен, мы занялись домом. Тут мы решили действовать сверху вниз и полезли на чердак. Тихо, аккуратно, здесь косы. Первым делом было решено распаковать фронтон. В нашем случае это часть торцевой стены чердака.
Спустя полчаса работы мы имеем огромный проем, светлое помещение и возможность нормально дышать. Теперь можно подогнать машину вплотную к дому и начать разбирать полувековой склад, попутно находя интересные артефакты. Как вы поняли, это будет не быстрый и дорогой проект, но надо с чего-то начинать. Монетизация на YouTube отключена, а запускать и реализовывать новые интересные проекты очень хочется. Я уже несколько раз слышал о площадке под названием Ko-fi. Немного изучил и понял, это то, что нам сейчас необходимо. Итак, в двух словах, что это такое? Если говорить правильными умными словами, то это краудлендинговая платформа для инвестиций в будущее креативных индустрий. А говоря по-простому, вы инвестируете в наш проект, мы снимаем новые выпуски, зарабатываем на этом, а ваши инвестиции возвращаются вам с процентом. В итоге вы поддерживаете нас, получаете крутой контент и зарабатываете вместе с нами на его создании. Все предельно честно и прозрачно. А для того, чтобы все это было честно и прозрачно организовано, собственно и существует платформа Ko-fi. Они берут на себя все взаимодействие между авторами и инвесторами, проверяют документы и следят за выплатами. Я знаю, что среди нас много талантливых и крутых авторов. Так вот, Ko-fi работает в обе стороны. То есть вы как автор можете разместить свою заявку и привлечь инвестиции для того, чтобы снять ролик, продвинуть свой проект, выпустить книгу, записать подкаст и так далее. Все предельно просто, а если возникнут вопросы, команда Ko-fi поможет во всем разобраться. К слову, на этой площадке реализовывали свои проекты Павел Воля, Зиверт, Ян Дилан, Данте и многие другие. А сегодня и мы запустили свой раунд финансирования. Для всех желающих поддержать нас и заработать на этом, оставляю ссылку в описании ролика. Там вы сможете подробно все изучить и ознакомиться с площадкой. А мы продолжаем. Гродненская правда, наша газета, кстати. Ну, как бы логично, раз она здесь. 80-й год, 14 мая. О, 73-й год, вторник, 17 июля, ни хрена себе. Как повысить производительность комбайнов, избежать потери зерна. Вот насущие вопросы были. Здесь же портной жил. Смотрите. Что пишут? Слушай, от руки реально уже забыл, как это выглядит. Половинка пошла на папиросу. О, это вот начало. Начало, смотри. Письмо из Кареличей. 59-й год. Прикольно, если это так. В итоге мы разобрались. Письмо было написано из Карелии. Для понимания, это 1200 километров от этого места. 8 сентября 1959 года. Здравствуйте, дорогие родители. Мама и брат Коля. И дядя Михаил. В первых строках моего небольшого письма я хочу сообщить, что жив и здоров. И того вам желаю. Мама, вы пишете, что вы выслали 3 письма, а я получил от вас одно. Не знаю, почему так. Адрес я правильный пишу. Но вы мне конверты с марками высылайте, а то без марки письма не доходит. Надо за него платить рубль. Это письмо без марки считается доплатное. И вот так почтальон получает письмо на почте. Но может не взять, так как ей надо платить рубль. И вот она принесла и мне сказала, пусть прилепляют марку на конверт. Мама, вы пишете, что может я на вас на что-то обижаюсь. Нет, я на вас ничего не обиделся. Заработки мои такие. Получил я 800 рублей в месяц. Бывает 750. Но здесь все дорогое. И дело не в том, что дорогое, но и нет многого. Сала сейчас совсем нет. Насчет продуктов сейчас трудновато. Я купил костюм, отдал 750 рублей. И туфли 150 рублей. Рубашку 120 рублей. И пальто 600 рублей. Вот и вся моя покупка. Вы у меня спрашиваете, буду ли я оставаться на зиму? Или домой буду ехать? Нет, буду и зиму работать. Переходите себе к Михаилу на зиму. Вы мне напишите, какое у вас хозяйство. Как вы сейчас живете? Много ли навыбирали картошки мешков? И была ли картошка хорошая? Что вы получали этот год в колхозе? Сколько грамм чего? Какие ребята у нас уже женились, а какие пошли в армию? И много ли молодежи работает в колхозе? Если можете выслать килограмм-пару сала, то вышлите и яблок тоже, так как яблок здесь нет совсем. Я вам вышлю денег сот пару. Мама, как сейчас живут Лисовы?
здорова ли бабушка и все остальные. И заканчиваю писать свое письмо. Пока, до свидания. Жду скорого ответа, как соловей лето. Вот такие заботы и проблемы были 70 лет назад. Очень тонкое стекло, хрупкое. Что это такое вообще? Министерство финансов СССР. О, так может мы облигации нашли. Белорусская ССР, Гродненская область, Кизельский район, Жабленский какой-то сельсовет. По обязательному окладному страхованию. Такое еще было. Это все сохраним. Что здесь? А, это укроп. Семена укропа, насколько я понимаю. Может, скажу глупость, он на медведя похоже, нет? Чугунок. Бутель. Ну и, конечно же, сундук. Та-дам! Поздравительная открытка. Предыдущий владелец говорил, что здесь самогонщики тусовались, жили. То есть либо предыдущий владелец, либо там предпредыдущий, не знаю. В общем, есть информация, что здесь были самогонщики. А тут, по всей видимости, новая лампа, которая пролежала здесь, наверное, лет 50. Стала старой лампой, уже соржавела. Ну да, реально была новая. Слушай, я думаю, что это может даже быть интересно, ценная вещь. Да, реально первый раз такое вижу. А там еще смотри, какое-то масло. Так, а это... О, смотри, прялка, прям рабочая. Тоже для пряжи что-то. Ну а мы дальше загружаем машину за машиной и находим интересные вещи со своей историей. Характеристика на ученика 7 класса. Николая, деревня Коневичи, Жидомлянского сельсовета. Способности к учебе у мальчика нет. На протяжении учебного года учился только на 3. Причиной слабой успеваемости является то, что мальчик сирота. Отец мальчика погиб на фронте. Мать не родная. Мальчик совершенно заброшен. Мальчик очень любит столярное и слесарное дело. Любит трудиться на любой работе. Любит участвовать в художественной самодеятельности. Учиться дальше нет возможности, жить тоже негде и не с кем. 10 октября 1959 года. Классный руководитель. Если вдруг кому интересно посмотреть на эти записи в оригинале, они есть в нашем телеграм-канале. Там мы публикуем интересный и уникальный контент, который ввиду формата не можем публиковать на ютубе. Ссылку оставлю в описании. В итоге весь этот процесс растянулся на неделю. Чердак потихоньку освобождался, но погода вносила свои коррективы в наш график. На следующий день погода все же разрешила нам немного поработать, и мы решили сходить на разведку к старому сараю, для того чтобы оценить состояние и понять, как его демонтировать, поскольку конструкция не особо внушает доверия, и находиться внутри, мягко говоря, небезопасно. Это место находится в 30 километрах от города, где мы живем. Для того, чтобы не тратить время, решили организовать полевую кухню прямо на месте. И пока мы расчищаем сарай, у дома дымится казан.
Следующим этапом надо вычистить дом, для того чтобы окончательно покончить с мусором и отдать машину. Тут не нашлось ничего интересного, разве что очень старые обои. Дом состоит из двух основных помещений. Условно разделим их на жилое и нежилое. Жилое пространство было разделено простенькой перегородкой. Оказалось, что она сделана из отличной обрезной доски, которая явно пригодится в дальнейшем, поэтому складываем ее в сторонку. А вот старая мебель из ДСП нам точно не пригодится. Шкафы, которые стоят в углах комнаты, это очень добротные, более старые экземпляры. Их мы точно отреставрируем и сделаем что-то интересное. Следующим этапом вычищаем второе помещение. Тут также не нашлось ничего интересного. И практически все отправилось в кузов грузовика, за исключением каких-то более-менее пригодных строительных материалов. Очевидно, что у нас впереди долгая и непростая работа, но она возможна только при вашей поддержке. Это действительно очень важно. Лучший способ поддержать наш новый формат, так это поделиться роликом где угодно. Лайк, длинный коммент, подписка также очень важны. Спасибо и добра от топора.